Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про женщин, которые из себя ничего не представляют, но при этом очень много требуют от мужчин. И с такими женщинами иногда общаешься и понимаешь, что вот чувствуешь такую сквозящую пустоту, никакого тепла не исходит от этой женщины, никакой душевности. Есть четкий расчет, чтобы удачно выйти замуж, быть на обеспечении. И главная инвестиция — это в себя, в свою главную внешность. То есть не в себя как наполнение, да, в комплексе с внешностью. У женщины может быть великолепная внешность, но при этом с ней просто не о чем разговаривать, и через 10 минут, как в фильме, когда все замедляется и голос такой углубляется, становится таким размазанным, это примерно вот то, что можно чувствовать, когда ты понимаешь, что перед тобой красивая картинка, но с человеком поговорить абсолютно нечем. И я сегодня буду говорить об Институте благородных девиц, вспомню эти времена, очень интересные, и хочется иногда женщин отправить современных либо туда, либо в Древнюю Русь. Помните, как в фильме «Холоп», когда олигарх отправляет своего сына на перевоспитание, сын из золотой молодежи, и он становится холопом. Ну, такое вот перевоспитание его происходит. И вот современных женщин хочется иногда отправить в то время, чтобы они посмотрели, как девочки, например, 6 лет уже там на полях могли работать в Древней Руси. Помните, как из фильма «Морозко», когда Марфушенька «хочу богатства, хочу жениха». Я хочу начать с того, что я не понимаю некоторых мужчин. Я, конечно, понимаю, что многие хотят, чтобы рядом была красивая и привлекательная женщина, но это как в том анекдоте. Вы определитесь, вы либо к умным, либо красивым. И когда мужчины разочаровываются очень сильно в женщине, говорят, что я с ней даже вообще поговорить не могу, и мы с ней абсолютно разные люди, хочется спросить, а чем ты думал? Ну, явно, наверное, не головой, если ты бежал за этой картинкой и так и не узнал эту женщину получше. И кто тебе мешал найти, например, скромную девушку? Может быть, она не такая эффектная, может быть, где-то там серая мышка, да, но при этом она будет для семьи подходить. Нет, мужчин тянет на вот этих вот эффектных, на шикарных, на красивых, на лакшери таких. Вот, а потом происходит разочарование. Знаете, как бриллиант, он может быть только с виду бриллиант. Потом приходишь к ювелиру, узнаешь, тебе говорят, что это обычная бижутерия. Женщины современные устремились в пустоту за внешним благополучием, чтобы не только пребывать в этой внешней картинке, но и показать всем, как она роскошно живет. Такое, знаете, даже некоторые соревнования происходят между одной и второй женщиной, кто насколько лучше живет. Ну, такое поведение называется еще женскими понтами, хотя есть и мужские понты, и тоже я прекрасно наблюдала, как мужчины перед друг другом там и часики показывают, у кого лучше, там машинами мерятся, и все остальное вы все прекрасно знаете, да? Вот, но вот женские понты, когда там уже женщина одевается не сколько для мужчины, а сколько для другой женщины, чтобы показать, что у нее все очень круто в жизни. Вот это вот самые настоящие понты. Но никто не знает, сколько она должна отдавать, к примеру, за такую красивую жизнь. И, возможно, она по ночам плачет в подушку от такой сложившейся жизни, но никто, конечно же, об этом не узнает. То есть основная цель — это прожить эту жизнь красиво, на широкую ногу, конечно же, за счет других ресурсов. И есть у этих женщин такое вот пренебрежительное отношение к мужчинам, которые зарабатывают очень мало. Вот это вот очень чувствуется высокомерие. У меня было две разные ситуации, когда я встретила абсолютно разных женщин. Одна женщина живет в очень престижном районе, очень, мягко сказать, богатые люди. Это очень мягко сказать. И была я несколько часов и видела, как человек просто с большой теплотой отнесся ко мне. Очень был гостеприимный, хотя у нее там и домработница, и все остальное. Люди бывают очень разные, имея какое-то состояние, при этом абсолютно могут быть добрыми, отзывчивыми и просто людьми. Одна женщина была
дико высокомерной. Это просто, она живет в коттеджном поселке. Ну, такой вот, не сказать, что прям вот какой-то нереальный вообще поселок, но тем не менее, как-то считается такое вроде более-менее там престижное место. Но это вот столько пафоса я просто давно не встречала. А этот пафос от чего идет? От какой-то внутренней неудовлетворенности. От вроде как со стороны можно посмотреть, что девушка красивая, у нее весь багаж этой красивой жизни есть, а при этом она все равно какая-то недовольная, с этим лицом кирпича, какая-то нечеловечная, какая-то неоткрытая. Это как комплекс Наполеона, да, когда человек очень сильно хочет показать свою значимость в обществе. И комплекс Наполеона тоже, вот, когда не замечали, когда люди маленького роста, они хотят впрыгнуть выше своей головы. Я здесь не в обиду маленькому росту, здесь уж кому что досталось от природы, действительно хочет как бы за счет того, что ему не достался этот рост, он хочет компенсировать это тем, что он как-то более активный, более стремится все контролировать и так далее. Вообще я задавалась вопросом, можно ли изменить современных женщин, или уже, как мне кто-то в комментариях правильно написал, нужно завозить уже новую партию, потому что с этой ничего не сделать. А вы думаете, что другое поколение будет лучше? Если никаких изменений не произойдет, то и следующее, и последующее, оно, возможно, будет только хуже, если именно вот конкретно не заниматься этим вопросом. Как было раньше, очень сильное значение придавали обучению девушки. Вот сейчас я поговорю об Институте благородных девиц и быстро пробегусь, как было во времена Древней Руси и как было. Мне кажется, что современным женщинам было бы неплохо отправиться некоторым прям вот прямым поездом, смотреть, как раньше там жили, и девочки там много очень трудились, также занимались своим образованием, сидели с детьми, детей было много, и сидели со своими младшими детьми, то есть много чего успевали. Я смотрела как-то, не помню, какого-то блогера, и он очень возмущался о том, что он говорит, моя женщина не работает, я прихожу уставшая, отработав там 12 часов, спрашиваю ее, чем ты занималась? Она говорит, я устала. Я у нее спрашиваю, что ты делала такого, что ты устал? Ты же ничего не делаешь. Ну как, я вот туда сходила, в салон сходила, вот это. И вот это вот просто иногда у мужчин вызывает очень сильное возмущение, что мужчина должен много работать, а женщина, по сути, ничего не делает. Она не развивается, с ней неинтересно, у нее нет никаких интересов особо, только какие-то там вещи, внешность и все, и на этом все заканчивается. И знаете, как Моника Беллуччи говорила, что красота мешает в двух вещах. Это когда нет красоты и когда кроме красоты больше ничего нет. У таких женщин нет какой-то цели прям сделать что-то полезное в обществе. На Древней Руси, кстати, большое значение придавали именно творчеству, чтобы девочка занималась, пряжа уже была с раннего детства, то есть чтобы девочка что-то делала руками, какое-то рукоделие было. Поэтому есть такое выражение, что русская женщина и в горящую в избу войдет, и коня на скаку остановит. В этом говорилось о том, что женщине русской любой труд по плечу, и она уж точно не является бездельницей. Давайте поговорим о Институте благородных девиц, как там это было, и почему я считаю, что для современных женщин очень было бы неплохо и туда отправиться. В 1964 году по указу Екатерины II создается Смольный институт благородных девиц. Туда, правда, могли попасть только дочки потомственных дворян, и создавался этот институт для того, чтобы эти женщины были примером женщин для всех остальных. Ученицы там должны были получить хорошее образование и развиваться культурно и нравственно. Целый год они ходили в одинаковой одежде, и только на Новый год им предоставлялась возможность выбрать какой-то такой новогодний костюм, нарядный, и то не очень дорогой.
Кстати, подарки на Новый год они тоже получали недорогие. Это такая спартанская школа только для девочек. Вставали они очень рано, спали они в комнате, бывало очень холодно, но тем не менее все это послужило тому, что в девочке воспитывалась довольно удачно скромность, порядочность и благородство, что сейчас можно встретить, ну, пожалуй, не так часто. Эти времена, к сожалению, уже уходят, и можно вспоминать только с какой-то этакой ностальгией. Сейчас главное это наглость, какой-то пробивной характер, чтобы любыми способами приблизиться к этой красивой жизни. Сейчас у современных женщин в голове только вот такая вот, кроме пустоты, еще мысли о там BMW X6, обязательно вот классика, да, Mercedes, там Porsche Cayenne, Мальдивы, естественно, ну и так далее. Я недавно была в кафе, и там столики расположены были близко друг к другу, и услышала разговоры двух девушек, одетых в явно дорогую брендовую одежду, внешне очень привлекательные, с накачанными губами, причем очень сильными, поэтому я очень обратила на них внимание сразу. Думала про себя, ну как же так можно сильно это все дело накачать. И это был, конечно, разговор просто ни о чем. Просто встретились такие две птички, курочки, что-то они там щебечут друг другу, там о машине, о вещах каких-то, каком-то, что-то, в общем, таком, ну, философских тем, наверное, там из этих уст, возможно, и не услышать. Что ж, это видео подходит к концу, и я хочу дать два совета. Первый женщине, второй мужчине. Мужчинам я хочу дать совет: не ведитесь только на внешность, и обязательно узнайте женщину, чем она наполнена, и будет ли вам интересно в дальнейшем. Нужно раскрыть глазки и больше слушать женщину на разные темы и слушать, что она говорит. Ну а совет женщинам — это, конечно, наполнять себя, не только развивать внешне, но и наполнять себя и становиться интересной личностью. Ну и, конечно, за все в жизни нужно платить, поэтому никто не знает, какая цена будет у всей этой красоты. Иногда бывает у этого самые печальные последствия. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч. Увидимся в следующем видео. Пока!